Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня в праздничный вечер, в ночь перед Рождеством, у меня родился очень необычный и интересный творческий проект. И этим проектом я хочу с вами поделиться. Надеюсь, вам будет очень интересно. Обожаю рассказ «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя. И именно на эту тему у нас будет творческая история. Какие же материалы вам понадобятся? Черная ткань. У меня в данном случае сатин черный. Это может быть любая ткань. Белая ткань. У меня это обычный хлопок, кусочек. И, конечно же, выкройка нашего творческого проекта. Как вы догадались, это будет луна. И вместо чертика у меня будет котик. Конечно же, выкройку я свою приложу внизу под видео. Кому интересно будет, вы ее можете себе взять. Ну и, соответственно, кусочек красивой велюровой ткани. Это у меня такой велюровый трикотаж для луны. А также самое интересное — это кошачьи усы. Я собираю эти усики у своей кошки. Я их не вырываю, я их собираю. Поэтому это самое важное. Если нет усов, тогда обычная проволока черненькая. Конечно же, вам понадобится 2 палочки синильной проволочки и краски для текстиля. Клей для страз. Этим клеем я буду приклеивать усики. Итак, друзья, приступим. Сначала мы возьмем ткань на луну. Она у меня тянется. Мне этот эффект совершенно не нужен, поэтому что я буду делать? Берем белую хлопковую ткань. Она, естественно, не тянется. Накладываем на желтую ткань, как подкладку. И теперь мы складываем это вместе. Теперь нам необходимо перенести выкройку луны. При помощи карандаша мы переводим контур. Необходимо сколоть. И сейчас прошить это все на швейной машинке. Вот здесь я оставила отверстие для выворачивания. Вот мы прошили, теперь будем вырезать. Специально прошила черной ниткой, чтобы было видно, как выглядит прошитая заготовка. Мы вырезали луну. Теперь маленький лайфхак. Для того, чтобы удобно потом сшивать было это отверстие, я воспользуюсь клеем кристаллом. И вот здесь проклею припуск на шов с одной стороны и с другой стороны. Теперь нам необходимо сделать рассечки по внутренней части луны. Вот такая красавица луна у нас получается. Теперь нам нужно ее наполнить. Вот такой месяц у нас получается. Мы зашили отверстие. И теперь нам необходимо пошить котика. Нам необходимо взять черную ткань, сложить ее лицевой стороной вовнутрь, выкройку котика перенести на эту ткань. При помощи серебряной гелевой ручки я переведу на черную ткань выкройку котика. Проложить машинную строчку. Конечно же, не забываем оставить отверстие для выворачивания.
Итак, строчку мы проложили. Теперь есть одна такая небольшая хитрость. Нам понадобится клей для страз или клей ПВА, разведенный немножечко водичкой. Мы должны укрепить швы по контуру котика. Я использую свой клей. И как мы это будем делать? Со стороны припуска мы проходим тоненько клеем, немножечко его растираем. Такую процедуру мы делаем с одной стороны и с другой стороны. То есть мы укрепили контур, и теперь нам необходимо вырезать все по контуру с маленьким припуском на швы, буквально 2-3 миллиметра. Такой котик у нас получается, тоненький и длинненький. И теперь нам необходимо его наполнить. И наполнять я его буду вот таким искусственным пухом. Или очень-очень мягким холофабером, потому что ткань у меня тонкая, чтобы избежать эффекта целлюлита. Так, друзья, нам нужно набить ножки. Теперь прошить на машинке вот здесь строчку. После этого мы будем продолжать наполнять котика. Итак, ножки мы прошили. Продолжаем наполнять животик котику наполнителем. Так, мы наполнили котика, зашили отверстие. Теперь нам необходимо сделать хвостик и лапки. Для этого нам нужно взять синельную проволочку, такая пушистая проволочка, и небольшой кусочек хлопковой черной ткани шириной 1,5 сантиметра. При помощи клея мы сейчас будем делать хвостик. Я воспользуюсь своим клеем для страз. Вы можете воспользоваться любым клеем, и ПВА, и кристаллом, тем клеем, который не оставляет следов на ткани. Так, теперь при помощи иголки с ниткой мы пришьем ручки. Просто со стороны спинки мы пришиваем ручки. Так как у нас тут черный кот, черные нитки, мы просто вокруг проволочки пришиваем. И таким же способом мы пришиваем хвостик. Определяем ему место, поднимаем его сначала вверх. И делаем тут хорошую фиксацию хвостика. Итак, при помощи гелевой серебряной ручки мы рисуем носик, линию улыбочки и 2 точечки. На маленькую бумажечку вам необходимо нанести буквально чуть-чуть белой краски и розовой. Сейчас мы прорисуем глазки белой краской. И после того, как высохнет у нас краска, мы контуром черным поставим вот такие точечки.
Такая мордашка получилась. Теперь нам необходимо сделать котику усы. Для этого я сделаю отверстие толстой иголкой. Берем усик настоящий и вставляем его в наше отверстие. Также мы делаем второй усик. И третий. И с другой стороны. Ну и чтобы наши усы никуда не делись, мы их зафиксируем клеем. Итак, усики у нас приклеились. Теперь нам необходимо котика разместить на луне. Для этого я воспользуюсь горячим клеем. И я приклеила лапку, приклеила в районе хвостика и пришила в районе ушек котика к луне. Теперь осталась небольшая декорация этой всей творческой работы. Сейчас мы украсим котика вот таким бархатным бантиком. А вот и последний штрих. Я пришила вот такие красивые бусины по низу, прикрепила вот такую висюлечку со снежинкой и пришила цепочку. Вот и готов наш красивый творческий проект к праздничному вечеру, ночь перед Рождеством. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. В общем, это такой был спонтанный проект, очень мне захотелось, и я его быстро воплотила в реальность. Надеюсь, что вам тоже понравилось то, что у меня получилось. И я вас всех хочу поздравить с Рождеством. Пусть у вас в доме будет всегда тепло, уютно и замечательно. Всех благодарю за внимание и до новых встреч в новых видео. Пока-пока!